Здравствуйте! Сегодня хотела поговорить про календари, про лунный и солнечный календарь. Зачем нам это нужно? Как я раньше говорила, что время это очень важный энергетический тоже компонент. То есть нашу энергию мы измеряем не только с помощью просто абсолютной величины энергии, а только в связи со временем и пространством. Иначе мы не можем это оценить правильно. Что такое лунный солнечный календарь? Это движение планет, наиболее влияющих на нашу Землю, и также, точно так же влияющих на нас. То есть лунный календарь имеет свой цикл, солнечный календарь имеет свой цикл, и точка отсчета вот в каждом календаре она является особенной. Вот то, что касается китайской медицины и философии, больше влияет, конечно, солнечный календарь. Но мы должны не забывать, что не только Солнце влияет на нас, но и влияет также и Луна. Если говорить про календари, то существует два календаря – солнечный и лунный календарь. Солнце и Луна – это две основные планеты, которые сильно влияют на Землю и на человека. Солнце представляет собой очень янговую планету, а Луна очень иневую. С Солнцем связан свет, энергия, огонь, движение, жизнь, день. Луна – это более спокойная планета, это темнота, это спокойствие, это ночь, это женщина, тишина и материя. Теперь для чего нам нужны эти календари? Для того, чтобы нам измерить энергию. Энергию без понятия времени не существует. Поэтому очень важно нам определить время для того, чтобы понять, что такое энергия. Начнем с солнечного календаря. Солнечный календарь – это время, которое Солнце проходит через две одинаковые точки с 21 марта до следующего года, 21 марта. Это точка весеннего равноденствия. И этот период равен 365 дням. То есть Солнце должно пройти дважды через одну и ту же точку, тогда это будет равно одному солнечному году. Этот период мы можем разделить на 24 на 24 части, это будет приблизительно 15,2, или можно разделить на 12 месяцев, на 12 это будет приблизительно равно 30 дням. Почему мы вводим эти понятия 24 и 12? Потому что кроме того, что существует календарь, еще и существует измерение такое, как день, который равен 24 часам, в которых 24 часа делятся пополам, и получается, что половина это янг, а вторая половина это инь. Первая половина, то есть 12 дня до 12 ночи, это янговая половина, а вторая, то, что ночью с 12 часов ночи до 12 часов дня. Так что мы можем и применить измерение годовое в виде 12 месяцев, а суточное в виде 24 движений. Одно из них инь, а другое из них янг. Лунный календарь, в отличие от солнечного, составляет 354 дня. Это время, за которое Луна обходит полный круг вокруг Земли. Он тоже делится на 12 месяцев, и в среднем один лунный месяц равен 29-30 дням, а точнее 29 дней, 12 часов и 44 минуты. Разница между солнечным и лунным календарем 10 дней и 21 минута. Для того, чтобы выровнять разницу между этими календарями, раз в несколько лет добавляется еще один дополнительный лунный месяц. Для чего нужны все эти календари? Календари, я уже сказала, что нужны для того, чтобы нам измерять энергию в зависимости от того, в какое время мы находимся и где. Биологические часы. Мы видим, что сутки разделены на 24 часа. Каждые 2 часа соответствуют некому определенному органу, доминирующему. Поэтому нам очень важно понимать, когда мы делаем лечение нашим пациентам. Вот мы видим сейчас, что, например, с часу ночи до 3 часов ночи это доминирует печень. С 11 часов утра до часу дня это доминирует орган сердца. С 3 до 5 это мочевой пузырь.
Кроме всего прочего, есть такая биологическая связь между стоящими напротив друг друга органами. Например, сердце, желчный пузырь, легкие и легкие стоят с 3 до 5, и мочевой пузырь с 3 до 5, перикард, например, с 7 до 9, то же самое происходит с желудком. И поэтому это очень важно, когда мы лечим, посмотреть на часы и понять, может быть, в это время мы можем усилить необходимые органы или выходимую систему, которую нам нужно, так сказать, на нее повлиять. Вот сейчас я бы еще хотела сказать, что, например, если мы хотим усилить селезенку или поджелудочную железу, то мы можем воздействовать на нее и параллельно воздействовать на тройной обогреватель. Почему? Потому что они стоят точно в противоположных позициях на расстоянии 12 часов, и как бы между ними есть биологическая определенная связь. Как это объясняется? Это объясняется тем, что существуют земные ветви, которые объясняют нам вот такую глубокую связь между органами, которые стоят в противоположной позиции, о чем я буду говорить позже. Сейчас хотела поговорить про календарь. Про солнечный календарь. Вот мы видим на этом рисунке, что весь год разделен на 12 месяцев. И каждый месяц соответствует какому-то органу. Например, вот тройной обогреватель там в декабре, а желчный пузырь в ноябре, а желчный пузырь в декабре, а печень в январе, а феврале легкие и так далее. В июне сердце, а в июле толстый кишечник. И все это очень важно.